Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз есть только прогноз. У каждого своя жизненная история. Но вы люди очень интуитивные, я так думаю, глядя на образы карт, и все равно через интуицию пропуская каждый свою какую-то ситуацию. Внутренний инсайт вы определенно получите, а то и просчитаете развитие событий на несколько шагов вперед. Что-то для вас будет ясно, мои дорогие скорпионы, вот я в этом не сомневаюсь. И почему я решила сделать до конца августа видео, потому что много планет в ретроградности. Буквально на 23 августа 5 планет. Это у нас Меркурий, Венера, Сатурн, Нептун и Плутон. Как раз Меркурий с 23-го только войдет в ретро-движение. И здесь у нас как сбои могут быть в плане информации, приходить какая-то непонятная информация, или которую нужно перепроверять на первый такой слух, мы где-то не реагируем. Так и сбои могут быть в электронных системах расчета, могут деньги задерживаться, может быть какая-то неопределенность или турбулентность сама по себе, это тоже подразумевается. Где-то себя бережем, не переходим по непонятным ссылкам, потому что фишинг у нас процветает, увы, это реальности, причем набирает успешно, к сожалению, обороты. Поэтому все, что касается интернета и, наверное, как может быть и мессенджеров разных, будьте просто аккуратны. Но Нептун, если мы говорим, да, он уходит в ретро-движение, и по Нептуну, когда он в прямом движении, это для нас непонятно что иногда. Может быть, да, какие-то неопределенности или какой-то туман, с чем-то невозможно определиться. А вот как раз в ретро это уже тайное становится явным. Это уже почетче, поведнее, поточнее. И что-то, как ясности больше будет, я в этом уверена. Но на этом все это не заканчивается. И 28 августа Уран входит как раз в ретро-движение, и мы знаем, Уран – это всегда какие-то перемены, это ломка каких-то стереотипов, шаблонов, но я больше ассоциирую всегда Уран как волшебный ускоритель, словно нам, да, подталкивает нас к принятию какого-то решения. Но еще и 4 сентября уже в ретро-движении идет еще и Юпитер. Называют Юпитер планетой счастья, большого счастья. Но, наверное, у кого как получается. Но Юпитер – это провластная планета. Это планета, которая отвечает за порядок, за структуру, какую-то иерархию. И у нас будет где-то Сатурн до 4 ноября в ретро-движении. И как раз 4 сентября Юпитер в ретро. И словно какой-то новый порядок будет отстраиваться. Может быть, какая-то геополитическая ситуация. Тут тоже могут быть разные изменения. Это в целом наше мировоззрение тоже может поменять. И по части Юпитера и Урана в ретро-движении они пробудут до конца декабря. Может быть, я сделаю видео, где вот по этим двум планетам так поточнее. То есть какие-то, словно мы в фазе перемен, ничего себе, как у вас. Выпадает карта Шута и нулевой аркан. Хотя вот в этой карте, наверное, как по Эйнштейну, у него есть такие замечательные слова. Только глупец нуждается в порядке. Гений господствует над хаосом. И здесь нам показан шут, который жонглирует зодиаком. А есть в колоде Таро иллюминатов, так и называется карта шута, хаос перед началом творения. То есть творение еще только вот-вот начнется, может быть какой-то хаос. Но для великого манипулятора, для гения, это, знаете, как шикарный посыл, что-то сделать по-своему и для себя с большим знаком плюс. Действительно, и вам вот что-то новое, важное, как новая эпоха вашей жизни, какие-то важные решения вы будете принимать, видимо, сообразно своей части интуиции. Король мечей – это иногда и статусная карта. Конечно, она говорит о том, что мы себя бережем, потому что проходят еще и буквально служители закона, да, законной власти, контролирующие какие-то органы тоже проходят по этой карте. Но и может быть, у нас будут контакты с какими-то высокими чиновниками, может быть, где-то ваше окружение начнет меняться в этот период, или в последующий. Какие-то перемены буквально, когда мы можем
себя словно заново создать, наверное, как птица Феникс, даже в тех условиях, когда что-то буквально на ходу изменяется или претерпевает какой-то прежний порядок, словно ломку. Ведь здесь самое главное в этот период быть максимально открытым как и миру, так и пространству. Принять, наверное, что даже ранее, может быть, нам казалось странным, недопустимым или по-дурацки что-то, да, неправильным, каким-то противоречивым. А здесь это может явить себя миру, как будто это новое что-то, как структура. Такое тоже может быть. Тут любая метаморфоза может быть. Поэтому быть где-то гибким, вот как по нулевому аркану. Ведь от нулевого аркана до первого, первый это у нас карта мага, 1 шах. Так кто знает, может быть, первый аркан это маг, а нулевой это гений. Вполне вероятно. По крайней мере, так думал Эйнштейн. Насколько знал он карты Таро, это мне неизвестно. Может быть, где-то я утрирую, но его слова мне определенно нравятся. Есть много таких замечательных мыслей, которые можно, без конца где-то переосмыслять, оценивая наши теперешние дни. Сам по себе, наверное, Эйнштейн был гений. Итак, давайте будем смотреть. Первое. Что завершится или что уйдет из моей жизни окончательно, что я завершу, может быть. Итак, с чем я разберусь? Вы разберетесь, мои дорогие скорпионы. Что уйдет? А что придет нового в этот период? Неожиданные события. Радостные события или что мне будет помогать. Что может помешать в период до конца августа? И мы достанем 3 карты, как 3 события, хотя вполне вероятно, они будут означать какое-то и одно, но с разными номинациями. Итак, что же завершится? Наверное, маг завершается и переходит в гения. Вот только прямо как с языка сняла. Знаете, какие-то новые совершенно возможности. Причем с такими альтернативными вариантами, мои дорогие скорпионы, ваша интуиция здесь, знаете, как правильный фарватер укажет, как действовать, где не действовать, где отступить полшага назад, но определенно манипулировать придется. Это подразумевает абсолютно хладнокровие. Потому что, как мы не рассказываем никому о наших далеко идущих планах, и у каждого ведь свой, как мы где-то себя бережем, не идем где-то в разнос, нам определенно единственный момент, что нам может помешать, это только эмоции. И если мы оставим только ситуацию, то мы ее с таким большим плюсом для себя оценим, что можем практически все. Что придет нового? Стабильность, порядок. Как раз королева Пентаклей, которая умеет порядок создать из хаоса. Вот интересно, вот эти слова у вас пересекаются, через весь расклад идут. По королеве Пентаклей она создала сама себя. И вот вы будете как будто создавать свой план, свой какой-то проект, заниматься той темой или тем делом, который вы хотите создать. И здесь уже подразумевается приход денег, благополучие или что для вас будет наиболее важно в окончании августа. Вы как будто успешно можете и начать, и завершить, и построить уже какие-то далекие перспективы на будущее. Все будет вам подвластно, и нет никаких неожиданностей. Большой сам по себе потенциал по королеве идет Пентакли. Для кого-то это вопросы, связанные с личной жизнью, для кого-то вопросы, связанные с финансами. И здесь, кстати, в эти планетарные события, в этот период проигрываются уроки с деньгами. Может быть, вы какую-то свою политику, которая где-то между отношениями и финансами пересмотрите, или какие-то вопросы вы определенно сумеете решить спокойно, вот так рассудительно, с каким-то хорошим плюсом. Что скажешь, для вас этот период в целом благоприятен. И что бы там ни происходило во внешних обстоятельствах, неожиданность. Вы можете, или, кстати, кто-то из вашего окружения может уйти, уехать, переехать, сменить место жительства.
На работе могут быть какие-то изменения, когда тоже человек уходит, или вы уходите. По этой карте мы словно ищем выход какой-то из, может быть, создавшегося положения, и мы его находим. Карта говорит, что какой-то путь придется пройти в одиночку, или как будто я все начинаю заново. Вот что нулевой аркан перевернулся, что аркан мага первый, да, то есть мы идем каким-то вот своим путем с учетом изменяющихся обстоятельств, обстановки. Это может быть еще и, знаете, какой-то вопрос, который прежде, ну, с одной стороны, может быть, вы надеялись на возвращение какой-то ситуации, а вот здесь что-то прояснится, и вы будете принимать либо какое-то соломоново решение для себя, либо рубить Гордиев узел. Вот что-то такое вы будете делать. По этой карте иногда предусмотрено, что, знаете, мы словно идем через пустыню, почему я говорю в одиночку, и нам на карте показан человек, но какие-то словно возможности для вас будут настолько интересные, что вам не захочется оглядываться назад. Почему, видимо, в этот период вам будет легко проститься с прошлым. Нам как будто карта советует, если тебе тяжело идти, или какой-то период нам тяжело в одиночку, или дело в одиночку сделать, осуществить, то тебе просто надо прибавить словно шагу, чтобы это закончилось быстрее. И тут в любом случае уже как победитель. То есть что-то для вас меняется, открывая новые горизонты, что будет нас радовать. Семейные вопросы, вопросы личной жизни, счастья, благополучия дополняет где-то по значению и увеличивает это значение десятка кубков, как у королевы Пентакли, когда все под контролем, когда действительно радость, счастье, что-то доброе, светлое, счастливое приходит на ваш порог. Есть повод для радости, мои дорогие, значит, что-то хорошее и доброе, чему мы посвятить можем время, чем-то, может быть, вдохновиться, а может быть и новые перспективы для нас откроет, как и в отношениях. Может быть, кто-то будет уделять внимание, кстати, своему жилищу, иногда тоже проигрывается. Тут баланс, понимаете, во всех сферах жизни. И иногда переезды тоже проигрываются ваши личные, или обустройство дома с целью сделать более комфортным, более красивым, может быть, более удобным, более надежным, потому что надежность тоже такой элемент проходит по этой карте. Ну и, безусловно, люди, которые вас окружают, которые вас искренне любят. Мои дорогие скорпионы, есть повод для радости определенно, причем так, знаете, по полной, потому что десятка у нас выпадает. Что нам может помешать? Аркан влюбленный, старший аркан, какая-то история есть у вас, и отчасти это тоже карта выбора. Дуальность, две колонны, два человека. У кого-то любовь на расстоянии может проиграться или может быть связана с переездом, возможным переездом либо вас, либо какого-то человека. Либо вы будете вместе в паре, может быть, что-то планировать, чтобы переехать. Может быть, так обстоятельства сложатся, что вам придется словно дислокацию свою менять, кто знает. И это может у вас проиграться совершенно внезапно. То есть вот по восьмерке кубков я говорила, как будто уход, да, ведь может проиграться и переезд, и для кого-то переезд с семьей или вашей парой. Но это происходит так, как не запланировано может быть. И отчасти это может словно выбить из колеи, словно обстановка может подталкивать вас совершить этот переезд или поездку куда-то, может быть, чтобы с чем-то разобраться. А в ваши планы это не входило. Может быть так. Или какой-то выбор, который нам приходится все равно делать, и мы сказали, что мы либо Соломоново решение примем, либо мы Гордиев узел тоже тут разрубим, развяжем, у кого как будет. Но какое-то время нам придется уделить этому внимание, и это так может немножко нарушать наши планы. Но сама по себе может быть и любовь, мои дорогие. Скорпионы выпадает именно рядом с картой мага, и у кого-то с учетом всех выпавших карт вы встретите человека. Почему? Нет. Вполне вероятно, те, кто смотрят видео вот в этот период, когда еще до 25 октября, или, может быть, это произошло раньше, несколько у вас. Почему я говорю? Есть трин Венеры к Хирону.
И Хирон это у нас благородный могучий кентавр, это аллегория как израненный целитель или большая любовь. И трин Венеры к Хирону начался 6 августа, и он продлится до 25 августа. И несмотря на то, что есть такое бытующее мнение, Венера-то у нас в ретро-движении, а по ретро-Венере вроде как все знакомства, они такие, ну никакие, или недолговечные, или что-то непрочное. А вот здесь, если это происходит в этот период, когда происходит трин, мы можем встретить большую любовь где угодно. Любовь идет под разными флагами, и мы никогда не знаем, где мы действительно, словно с первого взгляда влюбимся. Вот такое для кого-то может проиграться. Не говорят нам о том, что ваши чувства, чувства человека, тут взаимность какая-то может проиграться ведь, что ваша любовь будет легкой. Нет, об этом не говорят, но это то, наверное, что на всю жизнь. Или какой-то, ну, осадок в нашей душе, в нашем сердце. То есть это то, от чего мы не сможем отказаться. У кого-то, мои дорогие, вот этот аркан влюбленный может проиграться и так. Может быть, вы уже встретили этого человека, вот вы смотрите видео, и вы обдумываете, а что же мне дальше делать? Как мне выбрать? У кого-то может быть и семья, и придется как-то совмещать или улаживать, или принимать важные решения. Вот и такое развитие ситуации тоже вполне себе возможно. Но давайте мы посмотрим на события. Колесо фортуны. Старший аркан, да, для вас, мои дорогие, будут перемены. И они будут не конкретно, может быть, для вас, а они могут быть в обстоятельствах вас окружающих, но они будут подталкивать вас к принятию какого-то важного решения. По колесу фортуны в этой колоде карт это больше как удача, успех или какая-то возможность уникальная. Но всегда надо оставлять 50/50 по этой карте, потому что мы надеяться должны только сами на себя, не на его величество случай, и что-то просчитать все-таки или проманипулировать, как-то правильно организовать себя, свои правильно организовать мысли и на последующую перспективу свои действия, то есть исключить саму по себе возможность риска. А так, в принципе, какие-то возможности буквально врываются, но у каждого будут как-то по-своему они проигрываться. Второе событие. Удивительно, мои дорогие скорпионы. У скорпионов всегда интересный расклад, у них всегда не так, как у всех остальных. И еще один старший аркан. На вас действительно будут влиять именно события извне. От начала до конца что-то нам придется из прошлого словно отказаться, отпустить. И карта говорит, если само уходит, не держи, не пытайся это реанимировать, удержать или еще что-то. У тебя словно пространство тебе готовит какие-то, ну, как хорошие события, как счастье, как радость. Но старое должно уйти, чтобы было место для нового, поэтому не удерживаем. И все то, что новое приходит, мы встречаем. Вот этому мы как будто радуемся. А у кого-то это может проиграться, правда. Поездка, переезд, причем срочный, какой-то спешный, когда и у каждого по-своему здесь будет. У кого-то вы будете, может быть, съезжаться с семьей, или вы будете, ваши отношения были на расстоянии, а тут вы будете знакомиться как-то тоже, тут что-то в личной жизни может вас закрутить. Скучать будет некогда, хотя при том, при всем, все-таки у вас все остается под контролем, потому что у нас королева Пентаклей. У кого-то может быть смена статуса. Третье событие, и все это быстро. Карта колесница – это сами по себе перемены и скорость. И причем перемены такие, знаете, на грани между прошлым и будущим. А по 8 жезлов это и еще быстрее. Это мы как на информацию на какую-то должны откликнуться или на какую-то возможность, словно будет узкий коридор какой-то, когда мы что-то можем для себя осуществить, договориться, подписать документ, куда-то поехать, согласовать, может быть, то, что для нас необходимо, все что угодно, встретиться с человеком. И это делать нужно, знаете, вот как в поговорке, куй железо, пока горячо. Отложим на завтра, завтра какой-то возможности не будет. Поэтому... И еще раз добавляю, скучать будет действительно некогда, но у каждого какая-то своя история жизни. Тут словно игра, знаете, включается высших сил, и эта игра идет по новым правилам.
И нам в них надо как-то вписаться. Ну, наверное, на то вы маги, волшебники и гении, мои дорогие. По крайней мере, до конца августа. Это точно вот такая энергетика. И вы сумеете справиться с любой турбулентностью. Ведь у вас все-таки, смотрите, какие серьезные старшие арканы. И их 4. А те, которые младшие, они тоже очень перспективно добрые. Что-то для себя, для своего счастья сделать вам определенно стоит. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.